Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Почему женщины в возрасте за 50 жалуются на жизнь и выражают свое недовольство представителями противоположного пола? Они больше не хотят создавать семью, наотрез отказываются выходить замуж и предпочитают отношения без вторжения в их личное пространство. Им попросту муж не нужен. Основная причина этого заключается в том, что их ожидания не оправдываются. В зрелом возрасте брак не приносит ничего хорошего. Наверное, достаточно лишь один раз побывать в браке, чтобы понять, лучше уже не будет. Рисковать больше не хочется. Одной не так уж и плохо. Вы либо в браке и счастливы, либо вылезаете из брака, знаете, что это такое, и вам это уже больше не надо. Вы открываете для себя новые стороны жизни. Хотя есть много дам, которые, например, только после 50 обретают настоящее семейное счастье. Ведь сердце всегда жаждет любви, даже если на нем осталось рано от предыдущих отношений. Традиционно сложилось так, что женщины были ответственны за создание семейного уюта. Им нужно приготовить еду, убрать в квартире, перестирать грязную одежду, сложить ее в шкаф и сделать еще много-много дел. Но современное общество сильно изменилось. Сейчас женщины больше не зависят от мужчин, поэтому они стремятся к равноправию. Вступив в брак, женщины в зрелом возрасте еще и знают, что их новый избранник храпит, ворчит и даже не может убрать за собой. При этом выгнать его из дома нельзя, и уйти куда-то также не получится. Кроме этого, новый муж может привести в дом детей и внуков от прошлого брака, и не каждая женщина готова взять на себя их воспитание. Вот так и наступает их разочарование в семейной жизни, из-за которого желание выходить замуж полностью отпадает. Возраст уже давно не играет никакой роли в нашей жизни. Сегодня можно добиться успеха и хорошо выглядеть, независимо от цифр в паспорте. После 50 лет для многих женщин наступает расцвет. Дети выросли, бессонные ночи и школьные проблемы позади. Можно больше не подстраивать свой отдых под их интересы. Давайте постараемся докопаться до истины и выясним, почему с каждым годом построить нормальные отношения и создать семью становится все сложнее. Итак, 7 причин, по которым женщины не хотят выходить замуж после 50. Отсутствие зависимости от социума. В советское время сожительство без брака считалось чем-то постыдным. Женщины боялись, что без штампа в паспорте к ним изменится отношение. Большое влияние оказал и дефицит в 90-е, который усилил желание жить по-другому. Многие современные женщины предпочитают сначала самореализоваться, а лишь потом искать подходящего партнера. Негативный опыт. Пережив неудачный брак, некоторые женщины с опаской относятся к идее снова выйти замуж. Особенно часто это происходит с дамами, которые рано поставили штамп в паспорте или подвергались в семейной жизни насилию. Они не верят, что жизнь в браке может быть другой, не доверяют мужчинам. Желание построить карьеру. Карьера и брак не являются взаимоисключающими. Однако есть женщины, которые рассматривают замужество как препятствие для продвижения в профессиональной сфере. Объясняется это просто. Брак – это дети. Женщины уходят в декрет, а в это время их карьера встает на паузу. Конечно, можно прибегнуть к услугам няни, но не каждая согласится быть вдали от своего ребенка. Отсутствие подходящего кандидата. Все женщины предъявляют к потенциальному партнеру определенные, важные для них требования. У одних список скромный. Они ищут доброго и порядочного человека. Другим важно, чтобы мужчина соответствовал более сложным критериям. Не имел детей от прошлых отношений, зарабатывал не меньше определенной суммы, знал несколько иностранных языков, придерживался определенных политических взглядов. Но это не значит, что, влюбившись, женщина отвергнет своего избранника. Страх. Страх может возникать на любой почве. Одни, наслушавшись
рассказов замужних подруг, боятся, что отношения в браке изменятся в худшую сторону. Другие ассоциируют семейную жизнь бесконечной стиркой, готовкой, уборкой и уходом за детьми. Третьи пасуют перед страхом бедности. Им кажется, что лучше направить ресурсы на образование и карьеру, так как не каждый мужчина сможет обеспечить достойную жизнь в декрете, а свадьба и дети – понятия часто связанные. Жилищный вопрос. Женщины, которые ранее вступали в брак и имеют детей, нередко отказываются снова идти в ЗАГС по материальным соображениям. По закону супруг, как и дети, становится наследником в первой очереди. Так, если покупать жилье в браке, в случае чего претендовать на него смогут не только родные дети. Нежелание терять свободу. В большинстве современных семей женщина не живет в какой-либо зависимости от мужа. Тем не менее, любые вопросы и планы принято обсуждать. Есть женщины, которые не стремятся вступать в серьезные отношения. Длительные рабочие связи их тоже тяготят. Так нужно ли выходить замуж? Послушайте мнение некоторых женщин. Мне 56 лет. Замужем я уже была. С мужем мы развелись, и я сама благополучно воспитала 2 детей. После 3 лет отношений с моим сверстником решила вновь почувствовать себя женой и испытать счастье семейной жизни. Год назад мы поженились. Ожидала, что будем красиво стареть вместе, развлекаться, путешествовать, но реальность оказалась далека от мечтаний. Я женщина самодостаточная и уверенная в себе. Муж мой тоже. Однако даже в сознательном возрасте он особо не нагружает себя работой по дому, разбрасывает вещи, не помогает с уборкой, но от меня требует ухаживать за ним и готовить здоровую еду. Я переехала жить к нему, а свою сдаю, поэтому он чувствует себя хозяином дома, а я должна подстраиваться под его устои жизни. Но если всякие бытовые моменты наталкивали меня на мысль, что мужчины просто не меняются с возрастом, то последней каплей стал приезд внуков мужа, которых, естественно, муж спихнул на меня. А вы и сами понимаете, что такое 5-летний сорвиголова мальчик и 13-летняя девочка-подросток, у которой дедушка нашел новую бабушку. Для меня неделя такого сбора семьи была настоящей каторгой. В общем, сейчас я подумываю о разводе, ведь в жизни особо ничего не поменялось, только стало больше бытовухи, забот и обид. Свидания и теплые вечерние телефонные разговоры нравились мне гораздо больше. Другая дама пишет. Сейчас я хочу посвятить оставшееся время тому, что мне интересно. Я не жалею об опыте материнства и замужества, но это пройденный этап. Теперь мои дети уже заботятся о своих детях, а я могу позаботиться о себе. С мужем не срослось. Ему показалось, что я совершенно не умею стареть, и его тонкая душевная организация этого не вынесла. Понадобилась поддержка моей сводной сестры. Ну, так и быть, да будут они счастливы вместе. Я, как и любая 50-летняя женщина, ощущаю сейчас небывалый подъем. Чувствую, что передо мной открывается новая дверь, куда я просто обязана заглянуть. Я хочу гулять с подружками, посещать выставки, обсуждать театральные постановки, ходить по магазинам, обедать в кафешках и ужинать в ресторанах. Я хочу надевать стильные и модные вещи, лазить по горам, дышать морем и рассматривать звезды вдали от шума и суеты. Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод. Женщины устали от повседневных хлопот, и они просто хотят хоть немного пожить для себя. Их терпение лопнуло, и они не хотят выступать в качестве кухарок и уборщиц для мужчин. Ведь отдают они многое, но практически не получают ничего взамен. Статистика показывает, что женщины в последние годы не так активно стремятся выйти замуж. И, возможно, подобная тенденция будет набирать обороты. Напишите в комментариях, как вы относитесь к такому явлению. Не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик.
А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!